Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и в этом видео я продолжу учиться расписывать фигуры. И в этот раз я использую фигурки российских пехотинцев в 35-м масштабе от такой фирмы, как 3D Miniatures. Они выполнены по методу 3D-печати, и так что давайте вместе со мной учиться рисовать пиксельную форму. И надеюсь, у меня получится. Так что поехали! Итак, передо мной два набора российских солдат в 35-м масштабе. Соответственно, в одном наборе здесь 4 штучки, в другом 5 солдат. И они изображают одни десант в кузове, то есть они в сидячей позе. В принципе, не обязательно в кузов, куда-нибудь на пенек, куда-нибудь можно их посадить, на броню на ту же самую. И они с вооружением. И во втором наборе фигуры в различных позах, с различным вооружением. То есть тут есть и гранатометчик, и снайпер, и пулеметчик. И эти фигуры от российской фирмы 3D Miniature. И я их купила на синем маркетплейсе, так что найти их можно. Ну а купить все необходимое для моделизма, будь то наборы для сборки, краски, инструменты, вы можете в магазине «Модельная лавка». Там регулярно появляются новинки от Звезды, от АВД, от других мировых производителей. Для первого заказа действует промокод, который вы видите на экране. Он дает вам скидку в 500 рублей. Но если вы бывалый пользователь лавки, то есть промокод Dasha, и он дает вам скидку в 10%. Так что ссылка на магазин в описании. Переходи, там и все действующие промокоды. Поехали! Это фигуры, сделанные по методам 3D-печати, и в наборе они уже идут без поддержек. Так что давайте смотреть. В наборе у нас небольшая памятка, защита, пупырка и сами солдатики. И здесь то же самое. И как вы видите, они имеют такую немножко ребристую фактуру. Но на самом деле очень пока сложно сказать, насколько они ребристые и насколько это мешает восприятию фигуры как такого миниатюрного бойца. Надо сначала покрыть их хотя бы, я думаю, грунтом, либо же первым слоем краски, чтобы понять, нужно ли их как-то дополнительно обрабатывать или нет. Вот у этого бойца, мне кажется, не очень естественная рука. Что-то как-то в ней нарушено. Так, особенно фигуры, которые в таком стоячем положении, очень реалистичные и имеют все атрибуты современного бойца. Бронежилеты с соответствующими дополнительными лентами, на которые можно вешать разнообразные подсумки, наверное, как правильно это сказать. Видите, какой капюшон даже есть. Правда, я не знаю, как его окрашивать будет, наверное, довольно сложно. Капюшон, кстати, дырка, мне кажется. Надо посмотреть после грунтовки, потому что вот этот сияющий пластик смолы, он немножко мешает восприятию фактуры. Так лица вроде выполнены довольно интересно. Вот лежачий солдат тоже, мне кажется, немножко нарушена геометрия. Вообще, мне кажется, геометрия взята из каких-то игр. То есть эти бойцы как цифровые модели, ну, не знаю, каких-нибудь соответствующих стратегических игр. Так что давайте посмотрим краску. Поехали. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Я проделала отверстия в нижних поверхностях фигурок, вставила туда зубочистки, чтобы было удобно оперировать фигурками в процессе работы. Только тут надо учесть, что при сверлении фотополимерная смола может быть хрупкой, так что отверстия нужно делать аккуратно.
я обязательно грунтую фигурки, так как блестящий пластик может не дать адекватно прилипнуть к краске. Даю грунту высохнуть около суток. Я буду наносить камуфляж-цифру. Я уже воспроизводила такой паттерн на смоляном пулеметчике от Life Raisin, и такое видео у меня выходило примерно год назад. Вначале я нанесу базовый слой краски на фигурки. Тут надо просто покрасить аккуратно всю фигуру, не оставляя непрокрашенных участков. И на этот раз я буду работать акрилом. Забавно, что для окраски российских бойцов современного конфликта я буду применять украинские краски ICM. На бойце с трубой я начала рисовать камуфляж-цифру мелкими тычками кисти, но это довольно долго и муторно, поэтому на других солдатах я буду применять совершенно другую технику. Военная форма с пиксельным камуфляжем, часто называемая цифрой, стала символом современной армии. Ее паттерн, напоминающий мозаику из микроскопических квадратиков, кардинально отличается от традиционных пятен и разводов. Этот дизайн не просто эстетический выбор, а результат многолетних исследований в области оптики, биологии и военной тактики. Истоки пиксельного камуфляжа лежат в конце 20 века. Первым массово внедрившим его стал канадский паттерн Катпат в 1996 году, разработанный для борьбы с современными средствами наблюдения. Идея принадлежала биологу Тимоти Анилу, вдохновленному принципами маскировки в природе. Он предложил использовать мелкие контрастные элементы, которые разбивают силуэт солдата на фоне разнородного ландшафта. Параллельно в Германии тестировался камуфляж с похожей концепцией, но настоящий прорыв произошел с появлением цифровых технологий, позволявшим моделировать эффективность паттернов с помощью алгоритмов. А вот на этом бойце я попробую применить более легкий подход. Я взяла старую распушенную кисточку, и также я успела ее еще немножко и обрезать. И еле смоченной в краске кисточкой, тоже точковыми движениями, я попытаюсь воспроизвести этот паттерн камуфляжа. И таким образом я нарисую разные оттенки зеленых цветов на форме, в зависимости от цвета пиксельной форме наносятся и разные оттенки. А также использую черный и коричневый. Преимущество пиксельного камуфляжа заключается в его универсальности, ведь мелкие пиксели создают иллюзию текстуры, эффективные на различных дистанциях, от близкого расстояния до наблюдения через оптику, а также снижение видимости для техники, ведь паттерн затрудняет распознавание алгоритмами систем ночного видения и дронов. А еще одним преимуществом является адаптация к средам. Ведь путем изменения цветовой гаммы пикселей камуфляжем можно адаптироваться под пустыню, лес или город. Например, есть американский камуфляж для урбанистических условий. К недостаткам пиксельного камуфляжа можно отнести его ограниченную эффективность в однородной среде. В степях или же песчаных пустынях традиционные крупные пятна будут работать лучше. Ну и также сложность производства, ведь точная печать мелких элементов требует высокотехнологичных тканей, что повышает стоимость. И также одним из недостатков является зависимость от освещения, ведь при определенном свете пиксели могут создавать неестественные блики. И мне осталось прорисовать снаряжение бойцов, оружие, а у тех, у кого нет балаклав, мне также придется нарисовать элементы лиц. Россия внедрила цифровые паттерны в 2000-х годах, стремясь модернизировать экипировку. И первая – это цифровая флора. Она была принята в 2008 году. И она сочетает зеленые и коричневые пиксели для лесной и степной зон. И она стала базовой для формы общевойскового назначения. Также есть ратник – это современный комплект, включающий вариации пиксельного камуфляжа для разных родов войск. Основной причиной выбора внедрения цифровых паттернов в России это был ответ на зарубежные тенденции и желание соответствовать стандартам НАТО, а также повышение скрытности в условиях роста технологий разведки и унификация, ведь единый дизайн упрощает логистику и производство. Но критики отмечали, что ранние версии российского цифрового камуфляжа страдали от плохой цветопередачи в конкретных регионах, например, в осенних лесах. У цифрового камуфляжа довольно много интересных перспектив, и первое – это динамическая маскировка. Интеграция с материалами, которые меняют цвет под воздействием температуры или же электричества. И такие прототипы уже тестируются в США и в Китае. Также интересной перспективой является оптимизация с помощью искусственного интеллекта. Алгоритмы смогут генерировать уникальные паттерны для конкретной местности в реальном времени. И также еще одной интересной перспективой является многоспектрная защита. Ткани, скрывающие не только в видимом спектре, но и также инфракрасном диапазоне. Многоспектральная защита.
Однако пиксельный камуфляж не исчезнет, его принципы лягут в основу будущих разработок. Универсальность и проверенная эффективность гарантируют ему место в арсенале военных дизайнеров. Пиксельный камуфляж – это мост между аналоговой эпохой и цифровым будущим. Несмотря на конкуренцию с адаптивными технологиями, он остается эталоном маскировки, сочетая науку и практичность. Его история напоминает, что даже война подчиняется законам эволюции, где выживает не самый сильный, а лучше всего скрывающийся и приспособившийся. И как финальный этап работы над фигурами, я слегка пролью складки формы черной смывкой для придания большего объема. И вот такие фигурки у меня получились. Конечно, их намного больше, но я вам покажу пока только 2 солдатика. И этим результатом я уже намного больше довольна, чем в предыдущий раз. Метод тычком из распушенной кисточки мне понравился намного больше, чем единичные тычки пиксельной раскраски. Так что давайте строить и раскрашивать вместе. Ну а результат вы сейчас увидите в конце ролика. Любуйтесь. Пока.